Друзья, приветствую вас на канале, посвященном погоде рынка недвижимости Украины. Сегодня мы с вами будем говорить о рынке жилой недвижимости города Днепр. Это бывший Днепропетровск, который почему-то переименовали. Будем говорить, конечно же, используя статистику для того, чтобы разобраться в процессах, которые я наблюдал, как на протяжении одного месяца, то есть в начале видео у нас будет период сравнения, это будем сравнивать март с апрелем месяца, это называется еще колебательные процессы, будем отслеживать. Ну а в конце видео, подводя итоги, будем говорить о тенденциях. Это процессы, которые я наблюдал на рынке жилой недвижимости города Днепр на протяжении одного года. Ну, традиционно, друзья, по классам поговорим, что произошло с недвижимостью на первичном, вторичном рынке, в разрезе классификации. В общем, будет много уникального контента. Досмотрите до конца. В конце видео сделаю краткосрочный прогноз до конца второго квартала 2026 года. Будем говорить о том, что произойдет с недвижимостью. Это будет всего лишь мое предположение, друзья. Итак, смотрим подготовленный мною материал, как я люблю говорить, через призму времени и цифр. Попробуем разобраться с теми процессами, которые я наблюдал на рынке жилой недвижимости города Днепр, это бывший Днепропетровск, который почему-то переименовали. Не знаю, область не переименовали, а вот город переименовали. Не знаю, вспоминаю второй раз об этом. Зачем? Так, к слову, пришлось. Глупость, она же человеческая, как она везде, да. И вот почему-то у меня, то ли я глупый, то ли люди, которые переименовывают города и думают, что от этого легче будет жить. Не знаю. Ну, напишите, в общем, вы разбираетесь, может, лучше меня. Итак, друзья, перед вами карта. Карта целого региона. Это Донецко-Приднепровский регион, куда до войны входило ну, достаточно много крупных областных городов-центров. Напомню, это город Днепр, о котором мы будем сегодня говорить, он же Днепропетровск, город Запорожье, город Донецк, город Луганск. Ну, сейчас, по факту, так сказать, Донецко-Приднепровский регион состоит из города Днепра, город Запорожье и Запорожская область, в общем-то, ну, процентов там, говорят, 16 под контролем осталось украинских, так сказать, войск. Все остальное – это территория не подконтрольна Украине. В общем, доруководились, довоевались, все идет своим чередом. Итак, друзья, город Днепр, давайте расскажу вам, как пользоваться данной информацией. Здесь много цифр, в общем-то. Чтобы веселее было, напомню вам такого персонажа Шерлок Холмс, который в своих расследованиях применял метод дедукции. То есть это научный на самом деле метод, который я применяю. Если очень кратко, ну, так, простым языком о нем говорить, то метод дедукции – это когда человек, он проводил расследование, я исследователь, то есть я исследую рынок недвижимости от общего и к частному. То есть сначала я вижу картинку полностью рынка в разрезе сегментов, в разрезе классификации, а уж только потом, когда сводные данные как бы готовы, показываю вам уже декомпозированные данные, то есть что конкретно по каждому классу в разрезе административных районов, ну и так далее. То есть я надеюсь, я, ну, понятно вам объяснил, что такое метод дедукции, который я, как и Шерлок Холмс, применяю в своих исследованиях. Итак, друзья, давайте пройдемся очень быстро, тезисно. Население в городе Днепре довоенное 966 тысяч. Ну, сейчас я так думаю, что 1070 осталось. Традиционно прошу, напишите, люди, которые смотрят меня из Днепра, а сколько на сегодняшний день, по вашему мнению, населения? То есть это визуально можно увидеть. Почему? Потому что количество людей в транспорте, на улице говорит о многом. То есть вот когда я жил в Киеве, я совершенно четко понимал, то есть я уже почти год не живу в Киеве, что в Киеве живет больше людей, чем до войны. Почему? Потому что это, ну, видно было просто и в общественном транспорте, и машины с номерами, так сказать, других областей. Реально было видно. Поэтому напишите, мне просто интересно, почему, так сказать, мы будем говорить о стоимости квадратного метра, почему вот эти процессы, которые мы будем обсуждать,
они завязаны на количество населения, ну это 100%, то есть люди живут в квартирах. Итак, переходим от населения к количеству предложений на рынке жилой недвижимости. Это первичный, вторичный рынок. Друзья, ну вот здесь особое внимание хочу уделить цифрам. Было выставлено для продажи в городе Днепр в апреле месяце 40 800 объектов жилой недвижимости. Это первичный и вторичный рынок. Друзья, вот подумайте только, что я с помощью, это вопрос, который мне чаще всего задают, я на него сейчас и по ходу отвечаю. Откуда информация? Значит, информация из интернета. У меня есть программное обеспечение, патент, авторское право на него. Это уже на протяжении больше 10 лет я работаю с этим программным обеспечением, которое собирает всю информацию в интернете, а это крупные интернет-порталы, сайты и так далее. То есть все, что касается недвижимости. И не только, друзья, по городу Днепр или по Украине. Я работаю также и с Кипром. Кто смотрит меня, тот знает. Итак, информацию то есть работает такой большой агрегатор, да, он собирает информацию по определенному алгоритму. Хочу напомнить вам 40 тысяч объектов, которые попали в генеральную выборку, которые участвуют в данном исследовании. Но это на языке статистики, это очень себе даже репрезентативная выборка. И самое главное, она еще и однородна. Я вам говорил о том, что я использую метод классификации. Это тоже научный метод, который позволяет мне, в общем-то, достаточно точно понимать, что происходит с рынком недвижимости в разрезе того или иного класса. Итак, рынок по предложениям. Работаем мы только, я и компания Lim Consulting, работаем только с предложениями. То есть это не проданные квартиры, как мне любят писать. Андрей, откуда ты знаешь, сколько было продано квартиры, какая их нет цена? Да я не знаю, сколько было продано квартир и какая их цена. Я знаю количество квартир, которые были выставлены, друзья, вами же. Ну, если вы продавец, сами продаете, то выставляете в интернет свою квартиру. Если вы риэлтор, то тоже выставляете. А цену я, конечно же, не знаю. Мы говорим о стоимости. Это разные дефиниции. Цену знает только продавец и покупатель, который передает продавцу деньги, да. Но если еще есть риэлтор, ну, присутствует при сделке, то и риэлтор знает. Поэтому я говорю о стоимости. Это рыночная предполагаемая стоимость, которую я также, друзья, использую методологию научную, естественно, да, обрабатываю и применяю коэффициенты на торт, так называемые. Но чтобы долго не говорить, я в описании, вот описание канала внизу, да, вернее, видеоролика данного, в комментариях я оставлю ссылку на мониторинг рынка недвижимости. Это целая лекция, вы можете, кто заинтересовался, как я мониторю рынок недвижимости, откуда у меня стоимость появляется квадратного метра. Там все это очень подробно описано, так что посмотрите. В данном видео не буду ну, ваше внимание отвлекать на данную методологию, потому что это там минут 30 или 35, наверное, видео. Это будет неподъемный для многих людей материал, чтобы просмотреть все. Итак, дальше, друзья. Надеюсь, объяснил, да, по выборке, что это репрезентативная, однородная выборка. Поэтому достаточно точно я могу определить стоимость квадратного метра той или иной недвижимости, ну, в зависимости, опять же, от административных районов. Здесь мы говорим о сводных данных. Так, социальное жилье, друзья, буду говорить только в процентном соотношении. Снизилась, друзья, внимание, третий месяц, как стоимость квадратного метра, социальное жилье в городе Днепр показывает нам снижение стоимости квадратного метра. До этого, с второго квартала 2025 года по декабрь месяц и январь, там еще чуть-чуть, мы видели, как стоимость росла, причем не только социальное жилье, а и вся недвижимость в городе Днепр. То есть это и коммерческая недвижимость, ну и жилая, естественно. Поэтому, друзья, видим, что это, я предполагаю, возможно, уже вот эти тренды, которые мы будем наблюдать на протяжении всего года. Пока это всего лишь предположение. Дальше, социальное жилье, аренда, друзья, я даю такой показатель, который характеризует состояние рынка аренды. Сравниваем здесь мы уже
декабрь 2025 год с первым кварталом 2026 года, видим это март, это долгосрочная аренда, друзья. Здесь мы видим динамику роста плюс 1,36%. В конце видео я более подробно буду говорить о пассивном доходе. Досмотрите, пожалуйста, это интересно для людей, которые уже сдают в аренду свои, так сказать, квартиры или собираются это делать. Для вас это будет, я думаю, что интересная информация. Дальше, друзья, переходим к эконом-комфорт бизнес-класс. Вторичный рынок также подешевел на 0,25% за месяц. Первичный рынок, друзья, квартиры эконом-класс подорожали с какого-то перепуга на 0,20%. Но я всегда так говорю, с какого-то перепуга, хотя, друзья, здесь на самом деле логика поведения первичного рынка, она прослеживается. Ну, по крайней мере, я на протяжении многих лет об этом говорю. Чем отличается первичный рынок от вторичного, друзья? Давайте подумаем вместе. Ну, я отвечу на этот вопрос. Отличается тем, что вторичный рынок, друзья, продается за доллары, ну или евро, да, то есть не продается за гривну. Хотя в договорах купли-продажи указывается, естественно, оценочная стоимость квартиры в гривне. Поэтому еще раз напомню, вторичный рынок – это все в долларах или в евро. А вот первичный рынок, друзья, здесь в чем совершенно верно, в национальной денежной единице, в гривне. И это еще не построенные квартиры, это всего лишь какие-то инвестиционные договора с компаниями-застройщиками, которые там что-то вам построят, а может и не построят. Но при этом вы платите им гривнами. Не, конечно, вы можете поменять свои доллары или евро на гривны, принести им в кассу, сдать, получить ордерок, подписать инвестиционный договор и ждать, в общем-то, с моря погоды, построят или не построят. Поэтому это принципиальное различие первичного и вторичного рынка. И, естественно, первичный рынок подвержен девальвации, вот этим процессам, которые связаны сначала девальвация, ну это обесценивание гривны по отношению к доллару, потом включаются инфляционные процессы, то есть за обесцененную гривну все меньше можно купить товаров и услуг, а недвижимость является товаром, напомню вам. То есть дорожают кирпичи, дорожает свет, дорожает, ну электричество я имею в виду, дорожает все, включая, ну, энергоносители, там бензин, работа людей дорожает, ну по-разному бывает. Обычно у нас люди как-то так вот на последнем месте. Но так или иначе, то есть вы понимаете, что стоимость квадратного метра начинает расти на первичном рынке, еще не построенного, так как я перечислил ну, массу, так сказать, моментов, которые связаны с тем, что дорожает там электричество, энергоносители, стройматериалы и так далее. То есть, в принципе, вот здесь оно логично, что оно подорожало. Но почему я говорю с какого-то перепуга, друзья? Я могу смело вам об этом говорить, что на сегодняшний день при фронтовом городе Днепр, он же Днепропетровск, ну, найти человека, который бы, так сказать, был с деньгами и захотел купить квартиру, ну, я думаю, что это вряд ли вы такого покупателя найдется. Да, мне сейчас скажут, что Андрей, а вот сейчас много программ государственных, где людям, значит, есть житло, там еще какие-то, да, людям дают на руки там бумаги, условно говоря, ценные, да, назовем их так, за которые можно приобрести недвижимость. Так поспрашивайте у своих же коллег-риэлторов. Ну, я же знаю это. Во-первых, это смешные какие-то цифры, там количество людей, которые участвуют в этих программах, но оно супер ограничено, да и смешное. И деньги, которые дают, никто из продавцов с государством, поверьте, связываться просто не хочет. Почему? Потому что государство, это ж, вы ж понимаете, это ж никак тебе не друг, не товарищ и не это самое, как не партнер, да, а наоборот, волк, собака и медведь. Как только ты свяжешься с государством, жди беды какой-нибудь. Поэтому, друзья, ну вот констатирую факт, как оно есть, так оно есть. Не приукрашиваю и не преуменьшаю. Поэтому зафиксировали рост на первичном рынке, плюс 20% квартиры эконом-класс. Первичный рынок комфорт бизнес-класс также подорожал на 0,06%. Ну и первичный рынок элитный класс, друзья, здесь динамика снижения минус 0,13%. Итак, друзья, переходим от обобщенной картинки, да, это сводные данные, помните метод, который применял Шерлок Холмс,
дедукции уже к совершенно верно более подробной информации, более декомпозированной по классам рынка недвижимости. Перед вами карта города Днепр в разрезе административных районов. Будем говорить о социальном жилье. Это самый большой класс, который остался после развала Советского Союза. И, естественно, он эксплуатируется не только в городе Днепр, но и по всей Украине. Итак, что бросается, друзья, в глаза? Ну, во-первых, за месяц данный класс подешевел на 0,18%. Напомню вам, это третий месяц, когда мы видим подобную динамику, то есть динамика снижения. Смотрим, что бросается в глаза. Наибольше всего подешевела недвижимость, друзья, где в Амур-Нижнеднепровском районе на 0,39% за месяц. И меньше всего подешевела недвижимость, как ни странно, нет, все правильно, Шевченковский район минус 0,18%. В целом по городу мы видим снижение за месяц минус 0,18%. Друзья, давайте посмотрим еще следующий слайд. Это социальное жилье, но уже аренда. Очень быстро пройдемся. Вот здесь красная такая, видите, полоса или красный шрифт я отметил. Будем говорить только о процентном соотношении, сравнивая четвертый квартал 2025 год с первым кварталом 2026 года. Рост на 1,36%. Это мы говорим об аренде класс социальное жилье. А следующий слайд, друзья, здесь мы поговорим подробно о том, что произошло с недвижимостью на протяжении всего периода войны, то есть 4 года и там несколько месяцев. Да? Этот слайд появился благодаря вам. Вы просили меня, Андрей, покажи, что произошло с недвижимостью на протяжении войны. И, конечно же, я взял в качестве примера социальное жилье. Напомню вам, что это самый большой класс рынка недвижимости. Это уникальный, друзья, контент. Так что давайте пройдемся очень так тезисно, кратко по всем, так сказать, 4 годам войны. Ну, начнем, конечно же, мы с марта месяца. Это поквартальные исследования 2022 года. Война началась в феврале 2022, это 24 февраля. Итак, в марте 2022 года стоимость социального жилья на рынке жилой недвижимости города Днепр было $626 за квадратный метр. Первый год войны недвижимость подешевела порядка 9 там, или 10%. Сейчас не помню просто, но вот реперные точки можете посчитать, да, вот здесь они. И я думаю, что я не ошибся, где-то 9-10% снижения было. А вот, внимание, друзья, второй год войны. Очень интересно, сейчас мы будем говорить о закономерностях, которые повторяются во времени. Кстати, наука изучает процессы, которые повторяются во времени, да. И вот я вам просто на примере покажу. Второй год войны. Мы видим, что что-то произошло с недвижимостью. То есть рынок недвижимости перестал показывать снижение стоимости. То есть вот здесь вот ровненько, все ровненько, прямо. То есть что случилось? Война, экономика разрушается, город, в общем-то, подвергается бомбежкам, обстрелам и так далее, а недвижимость перестала снижаться, ну или практически перестала. Друзья, напомню вам, я очень хорошо помню это время, чем был ознаменовался второй год войны. Ну, во-первых, нам говорили со всех утюгов, что, друзья, война закончится. Действительно, мы видели, что Харьковскую область Российская Федерация отвела свои войска с Харьковской, с Сумской области, с Киевской области, напомню вам, с Черниговской области. Поэтому нам, в общем-то, заявляли люди, которые, так сказать, уполномочены это делать, что война закончится на набережной в Ялте, да, будем пить кофе. Ну, видите, не получилось так. Но, еще раз, почему я об этом говорю? На рынок недвижимости влияют как внутренние факторы, так и внешние факторы, которые можно отнести, вот эти голословные заявления, в данном случае людей, которые уполномочены были это делать, да, во время войны. То есть люди, естественно, как стадное животное, понимают, что если война закончится, то зачем сейчас продавать за бесцень, а цены снижались, первый год войны вы видите, да, они что, приостановили продажи, совершенно верно, да, или же в некоторых случаях там город Киев, Одесса, даже стоимость поднялась незначительно.
во второй год войны. Ну, вот такие вот так, закономерности это называется. То есть вот этот психологический фактор воздействия на людей, которые продают недвижимость, мы говорим о предложениях. Третий год войны, друзья, когда всем стало понятно, что война не закончится, что мы увидели, как стоимость квадратного метра медленно и уверенно стала снижаться, порядка до 14% мы увидели в третий год войны снижение стоимости квадратного метра по городу Днепр. Дальше, друзья, о чудо, где-то с июня 2025 года по декабрь или даже по январь мы вот увидели здесь, что вот эти повторяющиеся явления, что вот здесь они были вызваны, как я предполагаю, друзья, голословными заявлениями правительства о том, что война закончится. Так и вот здесь, с чем это связано? Ну, реальная экономика разрушена, то есть внутренние показатели скорее, так сказать, экономика мертвая, чем живая. Вы можете сами это все посмотреть, это есть в открытом доступе. А рынок недвижимости стал почему-то показывать динамику роста. Ну с какого перепуга? Напомню вам, с какого перепуга, друзья. Это всего лишь мое предположение. Начало года Дональд Федорович, президент Соединительных Штатов Америки. Ну кто-то меня спрашивает, а что он Федорович? Ну, друзья, я вот так, он же сотрясает воздух, что война закончится за один день, потом за месяц. Ну, я его, так сказать, вот в шутку так называю, да, ну, позвольте мне, я думаю, что это не оскорбительно. Дональд Федорович, почему Соединительные Штаты? Ну, как почему Соединительные Штаты? Сегодня они соединительные, завтра они разъединительные будут. То есть это тоже шутка, просто сарказм, друзья, ни больше, ни меньше. Итак, Дональд Федорович начал заявлять и сотрясать воздух, так сказать, пустыми обещаниями о том, что война закончится. И, соответственно, друзья, что я всего лишь предполагаю. Это было связано с тем, что действительно... кстати, он еще говорил, что в Одессе ему нравится данный город, и он бы туда вложил там пару-тройку миллиардов долларов на приобретение недвижимости. Одесситы первые, кстати, отреагировали это. Я помню разговор с одесситами, как раз у них в начале года было повышение квалификации, мне пригласили почитать статистику. Я очень хорошо этот помню разговор, как все одесситы говорили, да как же, тут Дональд Федорович говорит, у нас недвижимость мало стоит, тут же инвестировать и инвестировать. Поэтому, друзья, я всего лишь предполагаю, что именно с этим связан был незначительный рост стоимости квадратного метра на протяжении полугода в городе Днепр. Ну и все хорошее заканчивается. Видим уже как 3 месяца стоимость квадратного метра, раз, два, три, не 4 уже, друзья, 4, то есть получается с января месяца стала снижаться стоимость квадратного метра. И в целом, так, чтобы вы не считали с помощью калькулятора, там, не знаю, счет или еще чего-то, да, вот Excel здесь посчитал за нас. Видим период сравнения март 2022 и апрель 2026 год. Итого на 12,94% стоимость квадратного метра снизилась данного класса жилья. Ну, на 13% можем сказать. Многие скажут, что ну не может этого быть, как же так, всего лишь 13%. Друзья, рынок недвижимости это не спекулятивный фондовый рынок, то есть отличия просто огромны. Почему? Если действительно спекулятивный рынок фондовый может показывать одна торговая сессия, и вы станете банкротом, или же наоборот сказочно обогатитесь, как это делает бригада Дональда Федоровича, ну они работают с инсайдами, то есть знают, что он скажет, и соответственно заранее предполагают определенные, так сказать, действия. Хотя говорят, что в Америке есть статья, могут посадить за то, что ты делишься инсайдом. Но посмотрим, вот как он отработает свою, так сказать, каденцию. Посадят его или не посадят, или наградят. Да? Так вот, друзья, рынок недвижимости это всегда люди, а люди не просто так не продают квартиры. То есть всегда за каждой квартирой есть человеческая, так сказать, ну не судьба, а семья, да, жизнь. И люди, если разводятся или там сводятся, то есть продают квартиру только когда действительно это необходимо. И не может квартира подешеветь на 50, на 60% за там, месяц-два. Это нереально. Люди, которые вам говорят, это просто, ну, мягко говоря, товарищи, которые не понимают, что они говорят. Дальше, друзья, очень быстро будем говорить. Затяну, в общем-то, начало своего видео. Здесь мы будем говорить о эконом-комфорт бизнес-классе, вторичный рынок. Снижение минус 0,25%. Можем посмотреть
в разрезе административных районов и увидеть, как сильно меняется стоимость квадратного метра жилой недвижимости данных классов. Ну и снижение, естественно, также по административным районам. Следующий слайд посвящен уже первичному рынку квартиры эконом-класс. Здесь мы видим снижение минус 0,20%. Также видим, что, друзья, вот эти стоимость квадратного метра, как сильно отличается данного класса в разрезе административных районов. Ну и, конечно же, здесь снижение также в процентном соотношении. Следующий слайд, друзья, здесь мы видим, что стоимость квадратного метра уже комфорт бизнес-класс, первичный рынок, выросла на 0,06%. Также можете посмотреть, как сильно отличается в абсолютных цифрах стоимость квадратного метра в разрезе административных районов. Ну и, конечно же, здесь рост также отличается в процентном соотношении в разрезе административных районов. Друзья, следующий, последний слайд, который, так сказать, нам рассказывает о том, что произошло на рынке жилой недвижимости в течение 1 месяца. То есть мы наблюдаем колебательные процессы. Первичный рынок, элитный класс, и уже, друзья, внимание, осталось всего лишь 3 административных района, в которых компании-застройщики строят квартиры данного класса. Снижение за месяц минус 0,13%. Кстати, вы можете посмотреть, как сильно отличается стоимость квадратного метра в зависимости от административных районов, того или иного, так сказать, одного класса, в зависимости от локации, меняется стоимость и достаточно сильно. Итак, друзья, подошли к основному, так сказать, слайду. Этот слайд посвящен исследованию на протяжении 1 года, тенденциям. Давайте проговорю его. Период исследования у нас апрель 2025 год, это $532 на примере класс социальное жилье. И апрель 2026 год, это уже $545 за квадратный метр, что показало динамику за год роста всего лишь, смотрите, 2,44%. То есть мы видим, как больше полугода стоимость росла, и уже 4 месяца стоимость квадратного метра снижается. То есть, возможно, мы наблюдаем тенденции, которые будут длиться до конца 2026 года. То есть, пока это предположение, колебательные процессы, но если мы точно увидим, что 6 месяцев снижения, то, поверьте, это уже тенденции, которые мы точно будем видеть до конца года снижения. А сейчас я только предполагаю. Друзья, также немного рекламы, без нее никак нельзя. Вот здесь внизу вы видите индекс стоимости жилой недвижимости, вторичный рынок, положительный 1,024. Я и компания Alim Consulting на протяжении больше 10 лет готовим для крупных украинских системных национальных банков, что, друзья, правильно, индексы, который характеризует изменения. Что такое индекс? Давайте сначала скажу. Это макроэкономический показатель, который показывает или характеризует изменения стоимости недвижимости во времени. На примере давайте вот этого социального жилья, которое перед вами, я покажу, как он считается. Он считается просто, если у вас есть статистические данные. Делим 545 на 532, получаем рост в годовом измерении недвижимости данного класса плюс 2,44%. Ну или же индекс положительный, единичка 0,24. Друзья, я знаю, что меня смотрят люди, которые работают в финансовых учреждениях. Это, так сказать, фокус-группа людей, которые смотрят меня. Данные специалисты, это управление по рискам, по риск-менеджменту, очень хорошо знают, как меняется стоимость денег во времени. А я один из немногих в Украине, друзья, знаю, как меняется стоимость недвижимости также во времени. И на примере данного графика рисунка показываю вам, как это происходит. Поэтому данная синергия знаний, вы знаете, как меняется стоимость денег во времени, а я знаю, как меняется недвижимость, стоимость недвижимости во времени, под которые ваше финансовое учреждение выдало какие-то финансовые средства. То есть это для вас просто облегчает во много ваш сложный бизнес, а мне позволяет заниматься дальше наукой и развиваться. Поэтому, друзья, для того, чтобы меня найти, в описании канала есть мой телефончик Viber, как кипрский, так и киевстаровский. Вы можете позвонить, написать.
составим техническое задание, и вы будете получать раз в квартал, ну, обычно мы делаем раз в квартал для своих контрагентов, будете видеть, что происходит с недвижимостью, как меняется ее стоимость, растет она или снижается, под которую ваше финансовое учреждение выдало финансовые средства. То есть это для вас на самом деле архиважно. Итак, друзья, это была реклама, без нее никак нельзя. Ну и последний слайд. Здесь мы поговорим о том, что произошло с арендой. Ну и приведу еще раз пример, что произошло с предложениями на рынке жилой недвижимости. Это квартиры, выставленные для продажи. Мы обсуждали подробно данный слайд. Рост за год 2,44%. И переходим внизу, экселевские данные, табличка. Это у нас, друзья, что? Правильно, аренда. И вот давайте будем смотреть, ориентироваться на Днепр, средняя аренда. Сюда вошли однокомнатная, двухкомнатная, трехкомнатная, четырехкомнатная квартира. Это среднее арифметическое число по всему городу, то есть это макроэкономический показатель, помним, да, мы говорим о индексе. А в процентном соотношении, друзья, не падайте, да, период сравнения у нас март 2026 год с мартом 2025 год. Здесь ошибка, я не изменил циферку. Так вот, не падайте, друзья, но кто понимает и кто сдает свою недвижимость, и который может посчитать пассивный доход, который генерирует недвижимость, в данном случае жилая, рост аренды за год составил 6,44%. Но это запредельно высокая цифра, друзья. Почему это запредельно высокая цифра? Да потому что, ну, во-первых, давайте я вам, как оно, еще раз объясню. Вторичный рынок продается за доллары, а сдается это один и тот же класс за гривну. Для того, чтобы у нас была одна единица измерения, курс Национального банка я указал, я перевел это все в доллары, чтобы просто вы понимали, да, что единица измерения одна в долларах продается, и здесь я, хоть в гривне сдается в аренду, но привязал это все к доллару по курсу Национального банка. Так вот, предположим, что у вас есть 10 тысяч долларов. Сейчас мы говорим исключительно о долларах. И вы решили положить эти деньги на депозит в любой банк, открыв валютный именно депозит, да, вы с ужасом для себя узнаете, что это 1%. Там где-то я 1,5 видел, но скорее всего это будет 1%, то есть с 10 тысяч за год вы получите пассивного дохода аж 100 долларов. То есть это вообще, друзья, ни о чем. Риски огромные, год вашими деньгами пользуются, не факт, что вернут, а при этом вы как бы всего лишь получаете пассивного дохода, так называемого 100 долларов. Здесь же, друзья, это 1%, если несете в банк. Здесь же, если вы приобретаете недвижимость, я сейчас не, как оно называется, не рекламирую и никого не убеждаю, что надо там покупать недвижимость, сдавать ее в аренду. Я просто привожу вам факты и цифры. Так вот, ну за 10 тысяч вы не купите, конечно, долларов в Днепре, но я думаю, что тысяч за 25 вы за 27 купите небольшую однокомнатную квартиру. Так вот, она в годовом измерении будет вам, это, конечно, очень грубо, приносить 6,44%. Это не чисто операционный доход, здесь надо отнять еще будет затратную часть, но все равно это уже запредельно высокая цифра, друзья. С чем это связано? Прифронтовой город, бомбежки, обстрелы, нет света. И вот такая вот, ну, фигня, да, я по-другому, честно уж, извините меня за мой плохой французский, да, но по-другому я не могу это назвать. Ну, фигня какая-то происходит. Статистику я перепроверяю, поверьте, я очень скрупулезно умею работать с цифрами. Так вот, я все-таки предполагаю, что это связано с тем, что в данном прифронтовом городе достаточно сильно развиты военно-промышленные комплексы, то есть ВПК, где там что-то делают для фронта, там дроны, там еще чего-то, ремонтируют технику и прочее. Достаточно много людей, которые снимают квартиры военные, то есть это и офицерский состав может быть, которые работают, и гражданские, которые работают на предприятиях, то есть которые приехали в Днепр и вынуждены снимать в аренду квартиры. Именно это, я предполагаю, и повлияло на рост стоимости. А в принципе люди, которые работают в ВПК, они зарабатывают неплохо. То есть тут, ну, честно, если работает человек на военном предприятии, то, ну, там денег он зарабатывает, я думаю, что больше 40 тысяч в месяц, естественно.
Поэтому это и связано с тем, что аренда просто номер один, город Днепр, бывший Днепропетровск, показал по росту аренды по всей Украине. За ним идет город Одесса, там тоже почти 5 с чем-то процентов. Ну, а потом уже город Киев, Харьков и так далее. Итак, друзья, что будет с рынком недвижимости через один квартал? Ну, во-первых, давайте я, прежде чем выключить слайд, еще раз покажу вам, что вот это, на мой взгляд, тенденции, которые просматриваются, или начало тенденций, мое предположение, 4 месяца, стоимость по предложениям снижается. Рынок аренды, друзья, ну вот я просто не сомневаюсь, он достиг своего, так сказать, апогея, и мы увидим уже в втором квартале, что как будет снижаться вместе со стоимостью квадратного метра и аренда. Почему? Потому что, ну, по-другому не работает. Рынок недвижимости, есть в любом случае определенная логика, да, которая говорит о том, что банк может вам гарантировать 1% пассивного дохода, а здесь 6%, да. То есть это, ну, это верх, так сказать, апогея, которого достиг рынок аренды. А вот теперь закрываем показ слайдов. И я, друзья, что просуждаю на предмет того, что будет происходить во втором квартале 2026 года. Недвижимость будет показывать нам динамику снижения, друзья, где-то порядка полпроцента, может чуть больше, чуть меньше каждый месяц. То есть мы в итоге, когда будем сравнивать июнь месяц 2026 года с июнем 2025 года, мы увидим, что динамика будет роста в годовом измерении где-то плюс 0,5%. Ну, помните, да, у нас сейчас там 2%, 2,5% рост в годовом измерении. И вот каждый месяц, которым будет у нас это апрель, мы по факту подвели итоги, май, июнь, июль, мы будем видеть снижение стоимости квадратного метра где-то на полпроцента. Итого, еще раз сравнивая июнь месяц 2026 года с 2025 годом, июня месяца, мы увидим, как каждый месяц будет снижаться по полпроцента. Итого, по факту будет где-то плюс 0,5%. То есть полпроцента еще положительной динамики останется. И, друзья, что я предполагаю, что до конца года эти же динамика снижения будет продолжаться. То есть мы будем видеть, как медленно, уверенно снижается стоимость квадратного метра и снижается аренда. Друзья, ну, время ж пройдет быстро. Я запишу такое же видео, кстати, записываю каждый месяц, хоть я не YouTube-блогер, да, но вот с завидным постоянством, так сказать, грешу этим. Записываю видео, популяризирую те знания, которые, в общем-то, у меня есть, за которые даже деньги платят. И хотел бы, чтобы вы просто смотрели данные видео. И хочу вам напомнить, что компания Alim Consulting и я, ваш скромный слуга, на протяжении многих лет занимается популяризацией рынка недвижимости. Я не риэлтор, так что не бросайте в меня там помидоры. Я, естественно, никому ничего не предлагаю ни продать, ни купить. Но я надеюсь, что я являюсь для вас неким компасом, ну или картой путеводной в каменных джунглях рынка недвижимости, которая не позволит вам заблудиться. Итак, друзья, пришло время прощаться. Для того, чтобы вы знали, что происходит с недвижимостью, вам необходимо что сделать? Подписаться на мой канал. Ставьте лайки, дизлайки видео и помните еще раз, что данный материал всего лишь позволит вам ориентироваться в процессах, которые я скрупулезно наблюдаю и также скрупулезно выкладываю в виде исследований как в своем YouTube-канале, так и на страничке Olymp Consulting. Друзья, до встречи в следующих моих видеороликах.